Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, что делать с геранью, с любым другим цветком, если, например, герань у вас не растет. Частая причина бывает такое, знаете, растишь растение, оно вообще вот в течение полугода или года не растет. Не то, что там какие-то новые цветоносы не появляются, оно вот вообще стало в росте. Основная причина, почему это происходит, это проблема с корневой. Бывает такое, что корневая, собственно, на вид она, смотрите, нормальная, а растение не развивается. Это говорит о том, что оно не развивается в земле. То есть в этом случае у вас либо проблема с корневой системой, да, корни болеют, не развиваются. Но, как правило, почему это происходит? Потому что вы подобрали неверный грунт. Растение не может расти. Поэтому мы обновляем корневую систему, отрезаем все старые корни, ненужные для того, чтобы у нас развивались новые корни, и пересаживаем растение в новый грунт, более питательный, более благоприятный, и как раз нацеленный на то, чтобы у вас растение не болело. Вот у меня два растения, которые больше года обоим. Один из них полустандарт, а другой совсем карлик, мини-мини. Вот люксор, он полустандарт, а айгуль, он прям карлик, как кустовые. И вот они не растут. После того, как осенью я их пересадила, они совершенно не набирают массу. И давайте посмотрим. Люксор. Смотрите, я убираю корневую систему, а ее-то и корневой системы-то, смотрите, и нет-то, собственно. То есть можно сказать, 8 месяцев корневую люксор так и не вырастил. Вот, давайте посмотрим, что у нас с айгуль. Это сортовые пеларгонии, они более капризные, более нуждаются в продвинутом грунте, который более плодородный. У айгуль корневая система очень мощная, очень большая. Но проблема у айгуль была в том, что горшочек у нее уже маленький, видите, она окутала весь ком, они росли в литровых горшочках, и корневая система охватила весь горшок, и растение затормозилось. Сегодня мы пересадим наше растение в горшки на 2 литра. Горшки вот такие вот, в принципе, мои любимые. В таких горшках все отлично растет и развивается. Добавляю дренаж, керамзит и будем готовить землю. Я взяла грунт универсальной проверенной марки. Не буду называть марку, но в целом моя любимая марка, я уже показывала, да, желтый мешок. На 3 литра земли я добавляю 1 литр торф верховой нейтральный и добавляю разрыхлитель. И как удобрение цимус. Цимус — это удобрение для всех комнатных цветов, то есть вы можете выращивать не только герань, но и абсолютно любые цветы, даже замиокулькас, антуриум, фикусы, в общем, любые цветы. Цимус делает из любой почвы чернозем, то есть плодородный грунт, где ничего не будет болеть. В самом содержатся уже специальные бактерии, которые помогают от грибковых, вирусных и других заболеваний, чтобы растение у вас отлично развивалось и не болело, не подцепило ничего. В таком грунте будет расти абсолютно все, развиваться, давать много новых листьев, цветоносов. Цимус содержит природный циолит вулканического происхождения, в составе которого есть азот, фосфор, калий и другие элементы. Есть вермикомпост. Это органическое вещество, атомы углерода, связанные с атомами других микро- и макроэлементов, где питательные элементы становятся в доступной форме для растений, то есть оно всасывает их намного лучше. Есть почва-улучшитель. Он помогает улучшить структуру почвы, сделать ее более плодородной, повышает ферментную активность почвы. Также есть почвенные бактерии, такие как сенная палочка и триходерма, то есть помогает от грибковых гнилей. Корневых гнилей, стволовых гнилей, листовых. То есть благодаря цимусу почва становится в несколько раз более плодородной, более качественной. Растения растут намного лучше, цветут лучше и развиваются лучше. Все ссылочки на цимус есть в описании, или можно найти цимус на Озоне или Wildberries по поиску цимус удобрения. Более подробно об удобрении можно узнать на YouTube-канале Цимус, как использовать, как работает, из чего делает и как правильно применять. Ссылочки также есть в описании. Нам нужен один колпачок на 1 литр грунта. Можно добавить 2 колпачка на 1 литр грунта. Все перемешать. Итак, смотрите, у нас получился грунт замечательный.
грунт. И теперь мы, собственно, пересаживаем наше растение в горшочек. Как пересаживать, думаю, растения вы все знаете. Кладем на дно слой грунта обязательно. То есть не в пустой горшок сажаете растение, а именно делаете подстилочку и ставите наше растение. А затем кладете сам грунт. Грунт можно слегка утрамбовывать, потому что он все равно осядет. После полива земля начнет утрамбовываться. И чем чаще вы будете поливать растение, тем сильнее будет растение, грунт утрамбовываться. И у вас появятся пустоты. И вам придется подсыпать новый грунт. Чтобы этого не делать, я всегда трамбую грунт. Это никак не влияет на развитие корневой системы. Она также хорошо развивается. Если вы хотите ускорить образование корневой системы, то можно полить специальными удобрениями, которые направлены как раз на рост корневой системы. То есть побольше фосфора взять, типа монокалий фосфат 2 грамма на 1 литр воды, либо корневин развести 1 грамм на 1 литр воды или 2 грамма на 1 литр воды. И полить. 2 раза достаточно для развития мощной корневой системы. То есть вы сейчас посадили грунт, я не поливала, он у меня, как земля полувлажная, но она все равно недостаточно влажная, поэтому я рекомендую растение все же полить. Вот у нас пышное большое растение, видите, уже ствол задеревенел, говорит о том, что растение уже в возрасте и ему нужно как можно больше питания. Поэтому, если вы заметили, что ваши растения совсем не растут, не развиваются, никаких движений у вас нет, хотя вы создали для них все условия, я рекомендую такие растения пересадить. Пересаживать можно в любое время года. То есть не только весной, осенью, но и также можно делать это летом и зимой. То есть, как вы заметили, что вот растение совсем вот чахнет, не растет. Бывает такое, у меня я пересадила. Бывает даже, знаете, некачественные горшки, в которых ничего абсолютно не растет. Бывает даже такое. И во время пересадки я рекомендую заменить не только грунт, но и сам горшок. Бывает, что горшок просто не подошел. Бывает, что он какой-нибудь токсичный, в нем выделяются какие-то вещества, которые не позволяют развиваться самому растению, то есть корневой системе, поэтому растение не растет. Поэтому меняйте все. Грунт, горшок. На место, я думаю, если у вас солнечно, хорошо, тепло и достаточно комфортно, то растение в любом случае будет расти. Если вы его выращиваете, подкармливаете, все у вас замечательно, но не растет, то это говорит о том, что проблемы с грунтом могут быть, проблемы с горшком, могут быть проблемы с дренажом. Может, вы взяли некачественный даже дренаж. Бывает такое, что стоял он где-то с токсическими веществами и впитал в себя, например, какие-нибудь соединения, которые очень сильно вредят корневой системе. Бывает и такое, поэтому меняйте все. И самое лучшее — это пересадка. После пересадки я рекомендую обязательно полить растения. И если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.